Всем привет! Сегодня вам предлагаю связать вместе со мной джемпер крючком. Я джемпер украшала аранами, пустила еще араны по рукавам. Как вяжется такой арановый узор на моем канале уже есть видео мастер-класс, ссылку я на него оставлю в описании. Также ссылку на схему данного арана тоже оставлю в описании. Джемпер я вязала регланом сверху, сейчас вам покажу спинку. Изначально я вообще планировала связать свитер с высоким воротником-хомутом, но не рассчитала с пряжей, заказала чуть меньше, и в итоге у меня получился джемпер вот с таким необычным воротничком. Смотрится очень интересно и эффектно. Пряжу я использовала Vita Charm для вязания. Кстати, пряжу я заказывала в интернет-магазине Мир вышивки. Это настоящий рукодельный рай, там есть все для любого вида рукоделия. И очень приятные цены, и к тому же администрация сайта для подписчиков канала Кэт Рукодельница дает специальную скидку 10% на весь ассортимент товара по промокоду Кэт. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании под видео. Кстати, пряжа Vita Charm это 100% хлопок, поэтому если у вас есть неприятные ощущения, вам шерсть кажется колючей, тогда этот вариант для вас. Очень хорошо лег. Ниточка достаточно толстая, то есть вяжется джемпер быстро, при этом она очень мягкая, джемпер легко драпируется, колом не стоит. И еще в этом джемпере я необычным способом вязала росток. Росток называется японский. Он намного проще при вязании, чем обычный росток, то есть здесь нету таких точек разворота, укороченных рядов, то есть намного меньше расчетов. Вяжется следующим образом. То есть вы набрали петли для горловины, выполнили регланные линии на необходимую высоту, и дальше мы работаем только со спинкой. То есть вяжем спинку, регланные линии спинки чуть-чуть, на несколько рядов буквально, и за счет этого спинка становится длиннее, и образуется вот эта разница вырезов спереди и сзади. А затем мы уже все через подрезы объединяем в общее полотно и вяжем. Хотя в интернете пишут, что такой росток больше подходит для свободных вещей, но я вязала достаточно облегающий джемпер, и росток этот хорошо лег, регланные линии, посмотрите, лежат аккуратно, не морщатся. Сейчас сзади еще раз покажу вам реглан. Давайте попробуем связать. Для начала мы измеряем обхват головы. Это для расчета самого выреза горловины. Затем обхват груди, обхват плеча. И сам подрез будет 4 сантиметра. Посмотрите, дальше мы рассчитываем ширину горловины. Мы к обхвату головы добавляем 5 и получаем 61 сантиметр должен быть вырез горловины. В моей плотности вязания это 108 петель. Посмотрите, сами регланные линии у меня состоят из 3 петель. Поэтому я от общего количества петель отнимаю регланные линии, всего их 4. Поэтому я 3 умножаю на 4 и все это делю на 3. Получаю 32 петельки. В итоге у меня идет 32 петли на спинку, 32 петли на перед и 32 петли на рукава. Это 16 петель на один рукав и 16 петель на второй рукав. При расчетах старайтесь, чтобы вот эти вот цифры были четными, потому что мы будем выполнять узор, и чтобы узор разместить по центру, количество петель должно быть четным. Посмотрите, узор переда составляет 30 петель. То есть у меня он как раз сюда хорошо входит, и остается еще по одной петельке перед регланными линиями. И узор рукава, это коса просто, она составляет 6 петель. То есть также у меня будет регланная линия, затем 5 петель, потом коса и еще 5 петель и следующая регланная линия. Таким образом мы распределяем наш рисунок. И начинаем вязать регланные прибавления. Дальше я уже покажу, как вяжутся такие регланные прибавления. И схема по вязанию регланных прибавлений будет в описании под видео. Ссылочка на схему. Дальше мы выполняем наши прибавления на необходимую высоту регланной линии. Я делала 18,5 сантиметров регланная линия. И высота переда у меня получилась 15. Посмотрите. Регланные линии, вот я тут их отметила как тройными такими линиями. Регланные линии переда будут относиться к переду,
а регланные линии к спинке будут относиться к спинке. То есть на рукава регланные петли у меня не идут. Они все будут составлять ширину переда или спинки. Посмотрите, сама высота этой регланной линии должна быть ниже подмышки. То есть когда мы выполним подрез и объединим все в общее вязание, нам под мышкой не должно ничего тянуть и стягивать. И еще обратите внимание, ширина переда или спинки, мы ее определяем из обхвата груди. Мы наш обхват груди делим на 2, вычитаем подрез и добавляем еще 1 сантиметр на свободное облегание. То есть у меня получилось, что ширина переда должна быть 39 сантиметров. В эти 39 сантиметров, я еще раз повторяю, включаю и наши регланные линии. Дальше. Ширина рукава, она будет равна обхвату плеча. То есть вот это вот расстояние между регланными линиями. Регланные линии сюда не включаются, потому что они будут относиться к переду, вот эти, а вот эти к спинке. То есть вот так вот ширина рукава будет 24 сантиметра. И когда мы добавим подрез, еще 4 сантиметра, наши рукава будут как раз хорошо лежать. То есть не будут нам в обтяжку. Дальше, что касается ростка. Я уже говорила, что росток я вязала японским методом. Посмотрите, я вот вам на таком образце хочу показать. Вот наши регланные линии, это узор спереди. То есть мы связали на необходимую высоту регланную линию. И у нас вырез как спереди такой же, так и сзади. Одинаковый вырез. И теперь вот в этот момент, когда наши регланные линии готовы, мы и выполняем росток. То есть мы поворачиваем изделие спинкой к нам и просто спинку надвязываем вот таким образом на небольшое количество рядов, включая регланные линии. Посмотрите, теперь у нас спинка длиннее переда. И когда мы все объединяем, наша спинка вот таким образом поднимается. Вот здесь их высота выравнивается. И у нас образуется тот самый необходимый вырез горловины. То есть спереди получается более глубокий. То есть учитывайте, когда вы высчитываете вот эту высоту регланной линии, что она немножко еще у вас увеличится за счет того, что мы надвяжем спинку. Начинать реглан мы будем сверху. То есть сейчас мы набираем 108 петель для горловины и приступаем к вязанию. Я набрала уже 108 петель, но набор производила сразу же столбиком с одним накидом. Такой набор дает нам более эластичный край, и горловина впоследствии не будет стянута. Как выполняется такой набор на моем канале, есть видео, я оставлю ссылку в описании. Или вы можете набрать просто обычную воздушную цепочку и провязать ряд столбиков с одним накидом. По факту у меня получилось 107 столбиков и воздушная цепочка подъема. Я разметила маркерами наши регланные линии, их по 3. Вот здесь у меня спинка, рукав, перед и второй рукав. Теперь будем замыкать вязание в круг. Для этого вяжу соединительный столбик, воздушную цепочку подъема, верхнюю петельку, ввожу крючок, хватаю петлю воздушную за обе стенки и выполняю соединительный столбик. Вот здесь ряд тоже нужно соединить. Просто вот эту ниточку нужно продернуть в столбик. Вот раз продернули. Ну, потом я более прочнее закреплю, сейчас уже не буду с этим возиться. Далее приступаем к вязанию второго ряда. Он будет состоять из столбиков без накида. Выполняем воздушную петлю. И несмотря на то, что мы вяжем по кругу, ряды у нас будут поворотные. То есть мы поворачиваем вязание изнаночной стороной к себе. Перед нами сразу же наша регланная линия из 3 столбиков. И вяжем мы ее следующим образом. В первую петельку регланной линии я вяжу столбик без накида. Теперь во вторую петельку. Затем 2 воздушные. И еще один столбик в ту же вторую петельку. Третью регланную петлю просто столбик вяжем.
То есть из 3 регланных столбиков мы вывязали столбик-столбик, 2 воздушные, столбик-столбик. И дальше вывязываем все регланные линии вот таким образом. Между регланными линиями у нас должен быть в каждой петле столбик без накида. Я уже выполнила круговой ряд, дошла до начала ряда, и теперь выполняем соединительный столбик в воздушную петлю подъема. Я цепляю ее за обе стенки и делаю соединительный столбик. Дальше 3 воздушных петли подъема. И вновь разворачиваем вязание лицевой стороной к себе. С этого ряда мы будем начинать вывязывать наши араны на рукавах и спереди. Как вяжутся эти араны, я показывать не буду. На моем канале есть видео мастер-класс по такому узору. Ссылку я оставлю в описании. Этот ряд у нас состоит из столбиков с одним накидом. У нас воздушные петли идут вдоль регланной линии. И сейчас мы сделаем первое прибавление. Посмотрите, я свяжу столбик с одним накидом в ту же самую петельку, откуда идут воздушные петли подъема. И дальше буду вязать столбиком с одним накидом. По одному в каждую петельку. У нас идут петли рукава. Здесь у нас в центре сейчас будет коса. Но я уже сказала, что ссылка на мастер-класс в описании к видео, поэтому мы с вами встретимся возле вот этой регланной линии. Я как раз довязала до наших регланных линий. Вот у меня 2 столбика без накида, 2 воздушные, 2 столбика без накида. Посмотрите, я выполняю регланное прибавление, вяжу столбик с одним накидом в ту же самую петлю, откуда у меня идет столбик, перед регланной нашей линией. И теперь выполняю саму регланную линию. Буду вязать 2 столбика с одним накидом под воздушный мостик. Посмотрите, то есть у меня 2 столбика пропускаются, и под воздушный мостик я вяжу 2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом под этот же воздушный мостик. Дальше идет регланное прибавление. Также пропускаю 2 петельки и в третью вяжу регланное прибавление. То есть в одну петельку 2 столбика с одним накидом. И дальше у меня идут петли переда. Вяжем их, вывязывая узор из аранов. То есть вот так вот у нас будут выглядеть все регланные линии. Вот веерок — это наша регланная линия, перед ней прибавление и после нее прибавление. И я уже завершаю вязание кругового ряда. Я дошла до регланной линии последней, возле нее выполняю также прибавление. И теперь саму регланную линию, то есть веерок под мостик из воздушных петель. В начале ряда мы уже сделали вот тут прибавление, поэтому я выполняю просто соединительный столбик в воздушную петельку подъема. Петельку подъема я подхватывать буду за обе стенки. Дальше будем вязать ряд из столбиков без накида. Выполняем воздушную петельку и разворачиваем вязание. В этом ряду из столбиков без накида регланное прибавление мы выполнять не будем. Посмотрите, как я прохожусь по регланной линии. Вяжу в столбике регланной линии одну петельку, еще одну. Здесь у меня 2 воздушных петли, я также повторяю, делаю 2 воздушных и перехожу к следующим столбикам.
И так продолжаю вязать по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Никаких прибавлений в этом ряду не будет. И заканчиваем ряд. Мне осталось связать последний столбик без накида, вот в эту вот прибавку. Из этого прибавочного столбика у меня идут воздушные петельки подъема. Поэтому я ввожу крючок в воздушную петлю подъема, подхватываю петлю за обе стенки и выполняю соединительный столбик. Три воздушные петли для подъема. Разворачиваю вязание лицевой стороной к себе. И сейчас буду вязать ряд из столбиков с одним накидом. Точно так же буду выполнять прибавки регланные, как мы делали в третьем ряду. То есть, посмотрите, какая закономерность. Когда мы вяжем ряд из столбиков с одним накидом, мы всегда выполняем вот эту вот галочку, вот эти вот регланные прибавления, как в третьем ряду. Когда у нас идут ряды из столбиков без накида, то мы чередуем. Сначала вот у нас шел второй ряд, мы вязали из столбиков без накида с прибавкой, а четвертый ряд из столбиков без накида у нас идет просто без прибавок. То есть ряды из столбиков без накида чередуются с прибавкой, без прибавки, а столбик с одним накидом всегда идет с прибавкой. Выполняем прибавление. То есть ту же самую петельку, откуда у нас идут воздушные петли подъема, мы вяжем столбик с одним накидом. И дальше идем уже по самому вязаному полотну. У меня это идет рукав. Я уже закончила вязать ряд из столбиков с одним накидом. То есть я полностью повторила третий ряд. Вокруг регланных линий прибавочки. И сама регланная линия из веерочка. Теперь я вяжу соединительную петлю, воздушную петельку подъема. Воздушная петля для подъема. Разворачиваем вязание. И следующий ряд будем вязать столбиком без накида. Я в каждый столбик с одним накидом буду вязать столбик без накида. То есть вот идет наша регланная линия. 2 столбика от веерочка вяжем по одному столбику без накида. Под 2 воздушные петельки у нас будет идти прибавка. То есть этот ряд из столбиков без накида с прибавлением. Точно так же, как вот второй ряд мы вязали. То есть в средний столбик с одним накидом делали прибавочку. То есть у нас ряды из столбиков без накида чередуются. Ряд с прибавкой, ряд без прибавки. Вот этот вот ряд из столбиков без накида. Четвертый у нас шел без прибавки. Этот ряд с прибавкой. То есть под воздушные петельки я вяжу столбик без накида. 2 воздушные. И опять столбик без накида туда же под воздушные петли. И дальше продолжаю вязать так весь ряд до конца. Прибавочка у нас идет только под воздушные петельки. Я уже практически закончила ряд. Вот у меня прибавка регланная возле нашей регланной линии. Вяжу столбик в прибавочку. Посмотрите, второй столбик прибавки это воздушные петли подъема. И здесь у меня есть уже воздушная петелька подъема, которая занимает вот этот столбик. И я сейчас просто выполняю соединительную петлю, воздушную петельку подъема. И сейчас мне нужно выполнить еще одну соединительную петлю, чтобы перейти вот в этот вот столбик без накида.
Теперь мы выполняем 3 воздушных, разворачиваем вязание и начинаем выполнять ряд из столбиков с одним накидом. Начинаем с регланной прибавки, то есть в ту же самую петельку ввожу крючок, откуда идут воздушные петли подъема, и выполняю столбик с одним накидом. И дальше вяжу по одному столбику с одним накидом в каждую петельку до следующей регланной линии. Не забываем соблюдать наш узор из оранов. Дошла до следующей регланной линии. Посмотрите, вот здесь у меня воздушные петельки, мостик. До этих воздушных петель осталось 3 столбика. Значит, пора вязать регланное прибавление. И в одну петельку вяжем 2 столбика с одним накидом. До воздушных петель всегда должно оставаться 2 столбика. И теперь уже выполняем регланную линию. Вяжем 2 столбика с одним накидом под воздушный мостик. Две воздушные и еще 2 столбика с одним накидом под тот же воздушный мостик. Отступаем 2 петли и в третью вяжем регланное прибавление. И в ту же самую петельку у нас идет второй столбик с накидом. Таким образом мы выполняем все регланные линии. И заканчиваю ряд. Я выполняю регланное прибавление. Вот у меня остались 2 петельки до воздушного мостика. И сейчас буду вязать саму регланную линию. Выполняем 2 столбика с одним накидом под воздушный мостик. Две воздушные и еще 2 столбика с одним накидом туда же. Теперь выполняем соединительный столбик, воздушную петельку подъема. И дальше вяжем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и начинаем уже повторять, постоянно чередуя с 4 по 7 ряды. Таким образом мы вяжем на необходимую высоту регланную линию. Я уже провязала на достаточную мне высоту. Всего у меня 25 рядов. И перед составляет 66 столбиков. Высота регланной линии 18,5 см, а высота переда 15. Теперь нам необходимо будет вывязать росток. Смотрите, как мы его формируем. Я сейчас вот таким образом кладу нашу кокетку, развернув косы кпереди. И получается, что вырез горловины спереди становится глубже, чем сзади. Поверну нашу кокетку задней частью, и мы видим, что спинка стала короче, чем перед, на несколько рядов. У меня получается примерно 6 рядов. Это 3 ряда из столбиков без накида и 3 ряда из столбиков с накидом. Количество рядов должно быть четным. То есть наш росток как раз скорректирует эту разницу. И сейчас при вязании ростка мы будем вязать только петли спинки и регланные линии спинки. Регланные прибавления выполнять не будем. То есть я сейчас надвяжу нашу спинку примерно на 6 рядов, чтобы она сравнялась с передом по своей высоте. Приступим к вязанию ростка. Я сейчас выполняю воздушную петельку подъема.
Разворачиваю вязание и буду вязать сейчас регланную линию, спинку и вторую регланную линию. Идет у меня ряд из столбиков без накида. Вот сама у меня регланная линия, наша ракушка. Вяжу в нее столбик без накида. Второй столбик без накида. Над воздушными петельками также выполняю 2 воздушные. И дальше продолжаю в каждую петельку вязать по одному столбику. Таким образом мы будем вязать ряды из столбиков без накида. Вяжем ряд до конца. Я уже закончила спинку. Посмотрите, вот я провязала по регланной линии, точно так же, как в начале ряда. И я сейчас провяжу еще один столбик без накида в последнюю петельку нашей регланной линии. Этот столбик будет как бы заменять воздушную петельку подъема, которую мы делали в начале ряда, когда начинали вязать наш росток. Теперь вяжем 3 воздушные петли для подъема. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд ростка. Начинаем с выполнения регланной линии. Провязываем 2 столбика с одним накидом под воздушный мостик. Две воздушные и еще 2 столбика с одним накидом. Отступаем 2 петельки и с третьей вяжем уже саму спинку. В каждую петельку по одному столбику с накидом. Регланные прибавления не выполняем. Вяжем так ряд до конца. Я уже провязала регланную линию и теперь вяжу еще столбик с одним накидом в воздушную петельку подъема. Приступаем к третьему ряду. Опять у меня идет воздушная петелька подъема. Разворачиваюсь и вяжу столбиками без накида. И заканчиваем ряд из столбиков без накида, провязав столбик без накида в воздушную петлю подъема. Выполняем 3 воздушных и вяжем росток на необходимую высоту, чередуя второй и третий ряды. Я уже выполнила 6 рядов ростка. Вот так у меня получилось. Дальше я буду уже соединять перед и спинку и формировать подрезы. Сейчас мы выполняем одну воздушную петельку подъема, разворачиваем вязание и приступаем вязать нашу спинку. Опять же, посмотрите, регланные узоры я больше выполнять не буду. Провязала 2 столбика без накида. Под воздушный мостик вяжу 1 столбик без накида. И здесь еще 2 столбика без накида. И дальше так идем. Вяжем до следующей регланной линии спинки. Я довязала до конца спинки. По регланной линии провязала точно так же. Всего 5 столбиков без накида. Теперь буду формировать подрез. Подрез у меня будет 4 сантиметра или 7 петель. Вязать я буду его сразу же столбиком без накида. Более подробный видео-мастер-класс по такому набору петель на моем канале уже есть. Ссылка будет на него в описании под видео. Набираем 7 столбиков. Я набрала 7 петель. Это будет подрез. Теперь петли рукава мы пропускаем. И берем петельки переда и подсоединяемся. Я выполняю столбик без накида в нашу регланную линию. Вся регланная линия уходит на петли переда или спинки.
То есть точно так же по регланной линии провязываем, как уже провязывали по регланной линии спинки. Под воздушный мостик 1 столбик. И в точности также мы формируем и подрез со второй стороны. Я сформировала второй подрез, и теперь мы замыкаем вязание наше в круг. Я выполняю соединительный столбик в первый столбик ряда, то есть воздушную петельку пропускаю и в первый столбик выполняю соединительную петельку. Нашу петлю выдергиваем, берем наш клубок и протаскиваем сквозь эту петлю. Затягиваем. И теперь подсоединяемся в четвертую петлю подреза. Таким образом, нить я не обрываю, просто вот так вот протягиваю и начинаю ряд вязать с середины подреза, чтобы шов у меня, стык рядов ушел как бы в боковой шов, чтобы он был менее заметен. И вяжем 3 воздушные петельки подъема и разворачиваем вязание и уже продолжаем вязать. Затем в следующем ряду мы вот эту ниточку прижмем столбиками с одним накидом и вяжем уже по кругу, но разворачиваем вязание так же, как мы вязали кокетку. Регланные линии никакие не соблюдаем, регланные прибавления уже не соблюдаем. Вяжем только узор спереди и выполняем на необходимую длину уже готового полувера. Тушка уже достигла необходимой мне длины, и теперь я буду формировать нижний край изделия. Формировать его буду спицами при помощи резинки 1 на 1. Но резинку буду вязать не обычную, а скрещенную. Сначала мы наберем петли. Для этого вот одну петлю я уже надела на спицу. Смотрите, ввожу спицу под следующую петельку и вытаскиваю рабочую нить. Следующую петельку и вытаскиваю. То есть из каждого столбика с накидом мы должны вытянуть одну петлю. После того, как сделали 5 петель, выполняем накид. И вновь вытягиваем 5 петель. Так набираем петли по всей тушке. Я набрала 5 последних петель и делаю накид. Вытяну одну спицу. Будем вязать скрещенной резинкой. То есть петельки мы должны будем провязывать за заднюю стену. Следующую петельку вяжем изнаночной, также скрещенной. Чтобы она получилась скрещенной, я ее вяжу за заднюю стенку. Вот видите, петля перекрещенная получилась. Дальше лицевая за заднюю стенку. Изнаночная. Опять лицевая. Мы подошли к накиду. Все накиды будем провязывать изнаночными. Также, чтобы накид был скрещенный, его вяжем за заднюю стенку. То есть так провязываем весь ряд скрещенными лицевыми и скрещенными изнаночными. И заканчиваю ряд, у меня это накид. Я его провязываю изнаночной. Вытяну одну спицу. Приступаем к вязанию второго ряда. Лицевую так и вяжем за заднюю стенку. А изнаночную теперь будем вязать за переднюю стенку.
Вот петельки скрещенные получаются. Обязательно за этим смотрите. Такая резинка будет лучше держаться и меньше будет растягиваться. И таким образом мы вяжем скрещенной резинкой 1 на 1 на высоту примерно 5 сантиметров. Я уже связала манжет. 5 сантиметров он у меня высотой, и все петельки закрыла при помощи иглы. Как закрываются петельки иглой резинки, у меня уже есть видео на моем канале, ссылка будет в описании. Вот по изнаночной стороне выглядит как наборный ряд. То есть вот здесь, где вот такие крестики получились, это как раз наш накид был. Теперь приступим к вязанию рукава. Начну я с правого рукавчика. Последний ряд рукава у меня связан столбиком с одним накидом. Поэтому сейчас у меня должен состоять ряд из столбиков без накида. Это ряд изнаночный. То есть я держу наш рукав изнаночной стороной к себе и буду начинать вязать. Вязать я буду, смотрите, от подреза, вот от этого угла, и до ростка, вот до этого места. То есть вот это место, росток и подрез у меня будут не провязанными. Обратите еще внимание, правый рукав я начинаю вязать от подреза, а левый рукав будет вязаться в зеркальном отражении, то есть наоборот, от ростка. Сейчас рукав у меня правый, я присоединяю нить в угол между подрезом и рукавом и вяжу ряд столбиками без накида. Я уже практически довязала до ростка. Остается у меня последний столбик без накида. Посмотрите, я вытянула рабочую нить. И теперь к нашему ростку, вот к первому ряду, он тоже состоит из столбиков без накида. Вот так вот зацеплю крючком и протяну рабочую нить через все петельки. Как бы сделаю такое соединение, чтобы у нас здесь не было разрыва. Дальше вяжем воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание. Вяжем соединительный столбик, затем столбик без накида, затем полустолбик с накидом, и дальше начинаю уже вязать, как обычно, столбиком с одним накидом. Закончить ряд я должна точно таким же понижением столбиков. То есть сейчас я вяжу ряд столбиком с одним накидом, не забывая про нашу косу по центру рукава. Вяжу ряд практически до конца, а когда у меня останется 3 последних петельки, то мы свяжем точно так же понижение узора: полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительную петельку. Посмотрите, осталось до конца ряда 3 петельки. Конец ряда у меня там же, где я подсоединяла рабочую нить, то есть до подреза. Также сейчас вяжу полустолбик с одним накидом. Теперь столбик без накида. И соединительный столбик. Дальше вытягиваю нашу петельку и закрепляю ряд. То есть сейчас клубочек я продену сквозь петлю. Ниточка закреплена. Дальше у меня идет ряд изнаночный, ряд из столбиков без накида. Разворачиваю вязание. И посмотрите, мне нужно будет сделать вот такую вот протяжку к началу подреза. То есть вот я подсоединяюсь в угол между ростком и подрезом и начинаю вязать ряд столбиком без накида.
И одновременно прижимаю эту протяжку. И таким образом вяжу весь ряд до ростка. Я уже довязала до ростка, остался мне последний столбик без накида. Я точно так же его подсоединю к первому ряду росточка. Вот тут ряд у нас из столбиков без накида. Подхвачу петельку и протяну рабочую нить через все петли. Дальше, смотрите, мы опять закрепляем рабочую нить. И сейчас мне нужно перейти в центр подреза. Подрез у нас состоит из 7 столбиков, поэтому 4-й столбик я ввожу крючок. И здесь у меня будет вот такая вот протяжка из рабочей нити. И следующий ряд идет ряд столбиком с одним накидом. Я выполняю 3 воздушных петельки для подъема. Вяжу столбик с одним накидом. И дальше в углу, чтобы у нас здесь полотно красиво легло, буду вязать убавку из 3 столбиков с одним накидом. Вытянула я рабочую нить, провязываю только накид. Еще раз накид. В следующую петлю подреза ввожу крючок, провязала только накид. И теперь ввожу крючок под вот этот вот воздушный мостик на нашем ростке. Провязала только накид, и теперь все 4 петли на крючке провязываю за один раз. Дальше выполняю еще один столбик под тот же самый воздушный мостик. То есть я сейчас вяжу по ростку, затем столбик вяжу с одним накидом в ряд вот этот вот из столбиков без накида. Затем опять же под воздушный мостик 2 столбика. Столбик с одним накидом теперь в ряд из столбиков без накида. Столбик следующий с одним накидом вяжу под воздушный мостик опять. И сейчас я вот подошла к углу, и здесь тоже убавку из 3 столбиков с одним накидом. Первый столбик вяжу под воздушный мостик, а следующие 2 столбика у меня уже переходят на сам рукав. И дальше иду по петелькам рукава до косы. Еще один момент. Посмотрите, когда мы с вами формировали росток, то мы нашу косу как бы сместили с центра рукава к переди. То есть коса у нас повернута к переди больше. И сейчас мы ее должны вернуть по центру. То есть для этого я сейчас буду вязать. И возле косы провяжу убавку из 2 столбиков. То есть сейчас я не довязываю до косы 2 петельки. И буду формировать затем убавление. Мне осталось до косы 2 столбика, и я сейчас буду формировать убавление. Выполняю накид на крючок, вытаскиваю рабочую нить, провязываю только накид. И вновь выполняю накид, ввожу крючок в следующую петлю, провязываю только накид. На крючке у меня 3 петельки, я их все 3 провязываю за один раз. Таким образом мы сформируем нужные убавления на рукавчике и сместим нашу косу к центру рукава. То есть дальше уже выполняем нашу косу и будем вязать
ряд из столбиков с одним накидом также продолжать до подреза. То есть вот здесь опять угол, и чтобы угол сгладить, вот здесь между рукавом и подрезом будем опять выполнять убавление из столбиков с одним накидом, провязав их 3 вместе. То есть сейчас вяжем до подреза. Смотрите, провязала я ряд до подреза, то есть у меня вот одна осталась петля рукава и вот 3 петельки подреза, всего вот 4 петли. Сейчас опять вяжу убавление из 3 столбиков с одним накидом. Теперь все 4 петли вместе. Дальше вяжу столбик с одним накидом, последнюю петельку. И уже замыкаю ряд. Я выполняю соединительную петлю не в воздушные петельки подъема, а в первый столбик ряда. Тогда у нас будет менее заметен стык. При вязании переда и спинки я вам не показала это соединение, но покажу сейчас. Вот видите? И теперь лучше всего при помощи маркера нам вот так пометить вот этот столбик, куда мы связали уже соединительную петлю. Потому что мы как бы пропустили наши воздушные петли подъема, и когда будем вязать второй ряд, мы вот в эту петлю должны будем связать столбик без накида. Это как бы наша последняя петля ряда. Сейчас я выполняю воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание, чтобы вязать изнаночный ряд. И видите, это получится последней петлей ряда. И начинаю вязать ряд из столбиков без накида. То есть сейчас вяжем весь ряд столбиком без накида. И вот в эту вот петлю, которую мы пометили маркером, мы будем вязать последний столбик нашего ряда. Довязала я до маркера, вяжу в петельку, которая отмечена маркером, последний столбик без накида. Маркер убираю. И посмотрите, вот дальше у меня идет, вот она, воздушная петля подъема. И следующую петлю я опять отмечаю маркером. А сейчас выполняю соединительную петлю, воздушную петельку. И сейчас я отметила маркером последнюю петельку следующего ряда. Кстати, всего у меня получилось сейчас 58 столбиков без накида плюс воздушная петля подъема. Дальше я выполняю 3 воздушных петельки подъема и разворачиваю вязание. И вот видите, маркером у меня отмечена опять же последняя петля ряда. И сейчас начинаем вязать ряд из столбиков с одним накидом. И опять же, возле косы со стороны спинки мы сделаем убавление. Коса у нас состоит из 6 петель. И чтобы ее нам сместить в центр, нам необходимо сделать 3 убавления. То есть 6 петель косы я делю пополам. Получаю, что 3 столбика нужно убавить со стороны спинки, чтобы коса вышла на центр рукава. То есть сейчас вяжем, не дойдя до косы, 2 петельки. Вот у меня до косы остается 2 столбика, и выполняю точно такое же убавление, как мы делали вот в этом ряду. Вот она, наша убавка. И дальше приступаем к формированию косы. И вяжем весь ряд до конца уже без убавлений. Опять я вяжу уже последний столбик с одним накидом в ту петельку, которая отмечена маркером. Маркер убираю. И выполняю соединительную петельку. И опять же не в воздушную цепочку, а в первый столбик. И сразу же отмечаю его маркером. Это будет последняя петля следующего ряда. Выполняю воздушную петлю для подъема. Разворачиваю вязание. Выполняю ряд из столбиков без накида. Вяжу последний столбик.
Убираем маркер. Воздушная петелька наша. И вот следующую я отмечаю. Затем выполняю соединительный столбик в воздушную петлю. Три воздушных. Разворачиваемся. И вяжем опять же ряд из столбиков с одним накидом. И в этом ряду мы опять со стороны спинки возле косы сформируем наше последнее, третье убавление. Вот я выполнила последнее, третье убавление возле косы. Сейчас у меня осталось всего в ряду 56 столбиков плюс воздушные петли подъема. И дальше я буду вязать без убавлений до такой степени, пока рукав не скроет локтевой изгиб, а дальше приступлю к формированию убавлений. Рукав уже достиг необходимой длины, он чуть ниже локтевого сгиба. Всего я провязала 39 рядов, и сейчас в 40-м ряду я буду выполнять убавление. Посмотрите, видите, коса ушла на центр рукава благодаря убавлению. Здесь маркером у меня отмечен последний ряд кокетки, то есть это тот ряд, в котором я последний раз вязала регланные прибавления. И сейчас я буду выполнять убавление. Вот посмотрите, как выглядит шов. И убавление я буду делать как раз возле шва, только в рядах из столбиков с одним накидом. Убавление выполняем следующим образом. Посмотрите, я не довязала до конца ряда 3 петли. И приступаю к выполнению убавления, то есть просто вяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот у меня 3 петли на крючке, я их все 3 провязываю за один раз. Я в ряду делаю только одну убавку. Довязываю ряд до конца, здесь остается последний столбик с одним накидом. И соединяю ряд. Дальше вяжу ряд из столбиков без накида, в нем никаких убавлений не выполняю. Я выполнила ряд из столбиков без накида. Посмотрите, вот она убавка. Мы ее делали справа от шва. Сейчас в следующем ряду будем делать наоборот ее с левой стороны от шва, чтобы убавления шли симметрично. Я выполнила 3 воздушных петли подъема, вяжу столбик с одним накидом, а затем выполняю убавление. И дальше продолжаю вязать ряд до конца. Вот посмотрите, теперь у нас убавление идет с левой стороны от шва. И таким образом мы в шахматном порядке выполняем убавление в каждом ряду из столбиков с одним накидом. То есть сначала справа от шва слева, потом опять справа слева. И так пока рукав не достигнет необходимой нам длины. Я уже выполнила все убавления. Получилось у меня убавить всего 12 столбиков. И в итоге у меня сейчас осталось здесь 45 столбиков. Закончила я рядом из столбиков с одним накидом. Дальше будем приступать к вязанию манжета. Вязать его будем точно так же, как и обвязали низ нашего джемпера. Только при наборе петель не будем выполнять накиды. То есть из каждого столбика мы вытянем по одной петле. Мне осталось уже набрать последнюю петлю. Количество петель должно быть четным. Я набрала 44 петельки. И дальше я буду вязать скрещенной резинкой 1 на 1, как низ нашего джемпера.
Я уже выполнила манжету рукава, также он 5 сантиметров, и все петельки закрыла иглой. Когда оба рукава готовы, приступаем к формированию нашего воротника. Для этого я от центра рукава подсоединяю рабочую нить при помощи крючочка, буду вязать вокруг горловины соединительные столбики под каждую полупетельку. Обвязываем так всю горловину. И завершаю ряд я. Ввожу крючок в первую самую соединительную петлю и выполняю еще один соединительный столбик. Дальше крючок убираем и берем спицы. И теперь будем производить набор петель. Первая петелька у меня уже набрана. Дальше я выполняю накид и ввожу спицу в центр соединительного столбика, подхватывая его только за верхнюю стенку и подхватываю полупетлю, под которую мы вязали соединительную петельку, и подхватываю рабочую нить. Опять накид и ввожу спицу в следующую петлю. После каждой набранной петли мы будем выполнять накид. Накид и следующая петля. Если тяжело выполнять набор спицей, то можно вытаскивать петельки при помощи крючка и затем надевать их на спицу уже. И заканчиваю я набор петель накидом. Дальше буду вязать также скрещенной резинкой 1 на 1. И посмотрите, лицевые я буду вязать лицевой скрещенной петлей. Вот эту первую петлю с крючка, которая была, ее необходимо развернуть и вяжем ее за заднюю стенку, чтобы она была скрещенной. Дальше накид, его мы вяжем изнаночной скрещенной. Петлю вяжем лицевой скрещенной. Накид опять же изнаночной скрещенной. И так вяжем весь ряд до конца. А дальше переходим уже на скрещенную резинку, так же как мы вязали на манжету. Я закончила уже вязание ворота, связала 7 сантиметров и все петли также закрыла при помощи иглы. Посмотрите, как можно спрятать незаметно остаток нити. Берем крючок более меньшего размера и вот под наши лицевые косички я вот так подвожу крючок, вот захватываю сразу же 2 петли лицевых. И вот этот остаток нити потихоньку вот так протягиваю. Еще раз 2 половиночки захватываю лицевой петли и протягиваю нить. Вот видите, совсем незаметно нить прячется. Сейчас остаточек рабочей нити осталось подрезать. Кстати, посмотрите, как изнутри смотрится наборный край воротника. Такими интересными как бы крестиками. И с лицевой стороны тоже за счет наших цепочки из соединительных столбиков вот такой как бы ложный петлевочный шовчик получился. На этом у меня все. Наш свитер готов. Если вам он понравился, то ставьте лайк. Оформляйте подписку на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока.